Здравствуйте, ребята. Это только для новичков. Вот девочка мне рассказывал, на все вопросы тестового задания она написала «не знаю». И если бы она, например, пошла в тот же Дипсик, да, там, я ей дал, говорю, пожалуйста, только будешь делать то, что я скажу. И начал там, научите меня Python, и он бы вывел разные хрени. Поэтому, понимая, что человек ничего не понимает, я ей задал простые вопросы. Сначала техническую часть отбрасываем. Надо логически понять в жизни, что такое тип. Абсолютно тоже будет программирование. Задал простые вопросы. Потом я ей сказал, что мы не будем делать, как делают другие, изучать там типы объектов. Это все позже. Сейчас это нам не важно. Я сказал, самое интересное, что нам сейчас бы пишите, во-первых, на русском, на латиницу потом перейдем, чтобы понимали. И говорю, вы мне сделаете функции класс метод экземпляр, чтобы мы их воочию увидели. И сравнили потом Python C++. Она справилась. Обратите внимание, прошло немного времени, функциональный объект, объект первого класса, двойственная природа, пошли там рассказывать. Уже совсем изменился язык, Катя делает хорошие успехи. В данном случае рассказываю основной принцип. Мы не идем дальше, пока не разберем до конца вопрос. То есть, да, она уже работает с дандером методами, все это прекрасно. Но вот этот вопрос у нее звучит 5-й раз. И я говорю, это здорово. Я сказал, надо будет 20, надо 20. То есть мы вроде бы идем и дальше уже, да? Но вот этот вопрос постоянно разбираем. Я ей рассказал, теперь говорю, покажи мне то, что я тебе рассказал. Есть вещи, на которые опирается весь язык. Пока она мне не может подсказать и рассказать это досконально, мы будем это повторять, потому что я ей объяснил. Например, мы сейчас пойдем декораторы, это не будем понимать, значит, мы их не поймем. Не поймем дескрипторы, не поймем работу функций, методов, атрибутов, и всегда будет страдать. Поэтому это должно быть с иголочки. Я дам ссылку, посмотрите это видео. Действительно, да, то есть это конкретно для совсем новичков. Потому что к новичкам надо подходить совершенно по-другому. То есть нам надо понимать, что новичок понимает. Поэтому посмотрите, приходите, писать будете. Все получится.